So this is the presentation about the forecast for next year, 2012. Это презентация предсказания на будущий год, 2012. So it was the first time I made this presentation for next year. Это я вот сделал такую презентацию на будущий год и впервые ее показываю. So basically, how we forecast for the coming year. В целом, каким образом мы делаем предсказания на наступающий год? It's based on the Chinese calendar. Все основывается на китайском календаре. The Chinese calendar are calendar of elements. Китайский календарь – это календарь, построенный на элементах. So therefore, every year the calendar tells us a pair of elements. Поэтому каждый год календарь предоставляет нам пару элементов. And then based on the cycle of birth and cycle of destruction of this pair of elements, и основываясь на цикле порождения и цикле разрушения этой пары элементов, we try to forecast what kind of influence the elements are acting on human life. Мы делаем предсказания по поводу того, как эти элементы будут оказывать влияние на нашу жизнь. So I have been using this method for the past over 10 years, and it seems to be accurate. Я использовал этот метод последние 10 лет, и похоже, он достаточно точный. So then the first thing we look at is the Chinese calendar. Первое, на что мы смотрим, это китайский календарь. Chinese calendar are made up of these two sets of elements. Китайский календарь состоит из этих двух наборов элементов. So we have heavenly stem. У нас есть небесные стволы. Heavenly stem means the element about the influence from beyond the earth. Небесные стволы показывают нам влияние, приходящее извне Земли, из-за пределов Земли. And then we have 12 earthly branches. У нас есть также 12 земных ветвей. And these are the influence from our earth. И это влияние, которое мы получаем от Земли. So the Chinese calendar is a pair. Usually you have one element from heavenly stem and one element from earthly branch. Китайский календарь построен на парах элементов. Обычно у нас есть один небесный ствол и одна земная ветвь. For example, 2012. Например, 2012 год. Is this element yang water? Это вот он будет. 12 год обозначается двумя знаками. Янская вода над вот этим знаком, означающим дракона. So therefore, it is the influence of that year is yang water over earth. Таким образом, в этом году будет влиять на нас янская земля, янская вода, извиняюсь, над землей. That means the whole world, everybody living on earth, will receive this kind of energy in 2012. Это значит, что весь мир, все живущие на Земле в 2012 году будут получать влияние этих двух энергий. So therefore, what these two elements mean? The element on top is yang water. И что же означают эти два элемента? Элемент, находящийся наверху, это элемент янской воды. And yang water is ocean water. Янская вода – это вода океана. It's very powerful energy of the ocean. Это очень мощная энергия океана. So therefore, yang water is more energetic, more active, more revolutionary kind of year. Таким образом, янская вода – это очень энергичная, активный, такой революционный год. And then underneath is the dragon. А внизу находится дракон. The dragon is considered to be strong earth element. Дракон считается элементом сильной земли. And then inside the dragon, we also have hidden element. It has wood, it has earth, it has water. И внутри дракона у нас спрятаны три элемента: дерево, земля и вода. So basically, we also call the dragon the storage of water. В целом мы называем дракона хранилищем воды. So therefore, this earth element will be strong in the first half of the year. Таким образом, этот элемент земли будет сильным в первую половину года. Because first half of the year you have summer. Summer is fire. Потому что первую половину года у нас будет лето, лето это огонь. Supports the dragon. И этот огонь поддерживает дракона. But towards the second half of the year, because the storage of water, the water will come up to be stronger. Но ближе ко второй половине года, поскольку дракон является хранилищем воды, то вода станет сильнее.
So therefore, when we look at a pair of elements, the first thing we look at is, are they supporting each other or are they in conflict? Когда мы смотрим на эту пару элементов, мы первое, на что смотрим, поддерживают они друг друга или находятся в конфликте. Then water definitely is not supported by earth. Конечно же, вода не поддерживается землей. So therefore, the relationship is earth conquering water. Взаимоотношения между ними таковы, что земля покоряет воду. So therefore, when the two elements are not supporting each other, usually that year is not very peaceful. Таким образом, когда элементы друг друга не поддерживают, обычно такого рода год не очень спокойный. But compare with the 2 years that has gone past, that means 2010 and 2011. Но в сравнении с двумя прошедшими годами, 2010 и 2011, the condition is a little better. Сейчас условия несколько лучше. Because what we have seen in the 2 past years is metal and wood conflict. Потому что мы naблюдали в течение двух последних лет, это был конфликт дерева и металла. And metal is a weapon. Металл – это оружие. So therefore, we have seen in the past 2 years a lot of violence, a lot of fighting, revolution. Поэтому в течение двух последних лет мы видели много насилия, революций и борьбы. It's like metal is like an axe cut down the tree. Металл – это как топор, рубящий ваше дерево. So therefore, in the past 2 years, not only we have a lot of fighting. Таким образом, в прошедшие 2 года мы не только видели много борьбы, but we also see environmental problem. Мы также наблюдали проблемы с окружающей средой. Like we have 2010, we have the serious oil leakage in Mexican Gulf. Например, в 2010 году была серьезная утечка нефти в Мексиканском заливе. And 2011 we have radio leakage in Japan. В 2011 была серьезная утечка радиации в Японии. So and we also recently have oil leakage in New Zealand. Недавно также была большая утечка нефти в Новой Зеландии. So comparatively, the water and the earth relationship is not so much conflict. Сравнительно с этим, отношения земли и воды, они не находятся в таком конфликте. So therefore, that means we do not expect so much violence like the metal and wood conflict in the past 2 years. Поэтому в этом году, в 2012 году, мы не ожидаем столько конфликтов, насилия и загрязнения окружающей среды, как в прошедшие годы. So therefore, to examine what will happen in the year of the dragon. Для того, чтобы проверить, что случится в году дракона. First, I show you this review of what happened in October 2011. Я хочу вам показать, что произошло в октябре 2011. Because October is the month of the dog. Потому что октябрь – это месяц собаки. And the dog is in clash against the coming year of the dragon. И собака сталкивается с приходящим годом дракона. So therefore, we expect the dog month. We already received the influence from the dragon. Поэтому уже в месяц собаки мы получаем влияние дракона. So therefore, normally we call this advancement of the coming year. И обычно мы называем это приходом приходящего года, то есть предвкушением, да, объявлением, предупреждением предстоящего года. That means you don't need to wait until February to feel the effect of the dragon. То есть вам уже не нужно ждать февраля, чтобы почувствовать эффект влияния дракона. Actually, what we are experiencing now could already reflect what will happen in 2012. То есть уже то, что мы получаем сейчас, покажет то, что чего следует ожидать в 2012 году. This month, what we have seen is flooding in Thailand and Cambodia. В октябре 2011 произошло наводнение в Таиланде и Камбодже. So therefore, water problem. That's why next year Yang water is very powerful water. Водные проблемы, то есть будущий год, поскольку будущий год это год сильной воды. And then a lot of earthquakes. Также произошло несколько землетрясений. So the last 2 weeks you have earthquake near Bali. В прошедшие 2 недели были землетрясения на Бали. Earthquake in Papua New Guinea.
землетрясение в Папуа-Новой Гвинее. And just few days ago, you have serious earthquake in East Turkey. Несколько дней назад произошло серьезное землетрясение в Восточной Турции. So that reflects the dragon. Это отражает влияние дракона. The dragon is a very powerful earth element. Дракон является очень сильным элементом Земля. So therefore, dragon year, normally we expect serious earthquakes. Поэтому в году дракона мы обычно ожидаем серьезных землетрясений. And then some air trouble, air crashes. Также были авиакатастрофы. This picture is actually a Chinese fighter jet which crashed during the air show. На этой фотографии на самом деле изображен самолет, китайский самолет, который упал во время авиашоу, реактивный самолет. Happened earlier in this October month. Это произошло в начале октября 2011. So why is something to do with air crash? Because the fire element is air. Почему это означает авиакатастрофу? Потому что огонь, воздух — это элемент огонь. When you have so powerful water coming up, the fire goes away. И когда приходит такая сильная вода, то огонь слабеет, So уходит. therefore, more or less affect airline business. Таким образом, это в какой-то степени влияет на авиабизнес. And of course, this month is not so peaceful. И также этот месяц не был спокойным. We see the end of Gaddafi. Мы видели конец Каддафи. That means a new chapter begin for the world. Some revolutions coming up. Надо сказать, что началась новая страница в истории мира, начались какие-то новые революции. There is global protest against the imbalance of wealth distribution. В мире возникли глобальные протесты против дисбаланса распределения богатства под названием «Оккупируй Уолл-стрит». That shows people demand changes. То есть это показывает, что люди требуют перемен. So therefore, a lot of changes will come up because of the powerful ocean water. Таким образом, многие изменения произойдут из-за влияния мощной воды. It's like a tsunami. Это похоже на воду океана, то есть на цунами. Tsunami wash away every object and then you have to rebuild. То есть цунами вымывает все, и нужно все строить заново. So therefore, next year also politically there will be a lot of change. Таким образом, будущий год также принесет много политических изменений. Next year is an election year. Потому что следующий год это год выборов. Many countries will have elections like USA, like Russia, like India, like France. Во многих странах пройдут выборы в США, в России, в Индии, во Франции. So therefore, this picture of October is actually a preview of what you will see in 2012. Таким образом, вот эти картинки октября уже предваряют то, что мы увидим в 2012. So every year actually I make a list like this. Каждый год я делаю вот такие списки. And this is the predictions which I expect will come up for 2012. Это предсказания событий, которые ожидаются в 2012 году. And this list is actually made based on the 2012 elements. И вот этот список фактически основывается на вот этих двух элементах всего лишь. And also the Chinese calendar repeat every 60-year cycle. Также китайский календарь повторяется каждые 60 лет. And every 60 years you come back to the same element. И каждые 60 лет мы возвращаемся к той же паре элементов. So I also refer back to 60 years ago to 1952. Поэтому я также заглядываю в историю на 60 лет назад, чтобы посмотреть, что произошло в 1952 году. To see what happened at that time and then more or less similar incidents may come up this year. Чтобы посмотреть, что произошло тогда, 60 лет назад, и это показывает нам то, чего можно ожидать в этом году. So therefore, first thing is, yes, we expect this harmony because of water-earth conflict.
То есть, да, во-первых, мы ожидаем, можем ожидать дисгармонии из-за конфликта воды и земли. But comparatively, not so violent like the past 2 metal years. Но сравнительно не не будет столько насилия, как в прошедшие 2 года. So second thing is Металла на дерево. the Yang water is the ocean like this. Ну, во-вторых, янская вода это океан, как здесь на картинке. Quality of Yang water is powerful. Качество янской воды это мощь. Is intelligent. Она умная. Water people is clever, intelligent. Люди воды, они достаточно умные. Courage, very powerful water. Это мужество, вода очень сильная. Sometimes impulsive. Иногда это качество импульсивности. In a mass movement, revolutionary kind of situation, there are a lot of impulsive actions. То есть в такого рода революционных ситуациях, движениях народных масс часто бывает много импульсивных моментов. So therefore, energetic, forceful, generous, and charitable. Она энергичная, сильная, как бы толкающая, щедрая и позволяет совершаться благотворительности. Yang water people usually they have a lot of energy and they are more open mind, more generous. Обычно люди янской воды, они с более открытым умом, они щедрые. Good example is Bill Gates. Например, можно взять за пример Билла Гейтса. Bill Gates is Yang water. Он человек янской воды. Warren Buffett is also Yang water. Уоррен Баффет тоже человек янской воды. And they are charitable kind of people. They donate money. Это люди, которые занимаются благотворительностью, они постоянно жертвуют на это деньги. Of course, next year the theme is earthquake and flooding. These are the most powerful things coming up next year. И то, что будет происходить в следующем году, самые мощные бедствия, которые будут как бы темой года, это землетрясения и оползни. So as the dragon is very powerful Earth, we expect Earth disasters. Поскольку дракон является очень мощной землей, то мы ожидаем каких-то земных бедствий, связанных с землей. Actually, there are a lot of big earthquakes in history occurred during the dragon year. В истории на самом деле произошло очень много землетрясений именно в годы дракона. Later on, I will show you some examples. Actually, one of the big earthquakes in East Russia happened in a dragon year. Позже я покажу вам некоторые примеры. На самом деле, одно из самых крупных землетрясений в Восточной России произошло именно в год дракона. And the biggest earthquake on record happened in Alaska. И самое мощное землетрясение в истории человечества случилось на Аляске. It's the scale 9.5, about that scale. Это примерно 9,5 баллов по шкале Рихтера. That also happened in dragon year. Оно также произошло в год дракона. Okay. So therefore, of course, because of powerful ocean water, we also expect water disasters. Также из-за мощной воды океана мы ожидаем водные бедствия. Serious casualty. С серьезными последствиями. Why serious casualty? Почему серьезные последствия? Because dragon and dog, we call this twilight zone. You can see twilight zone more casualty. Потому что мы называем это Twilight means сумеречная зона. Сумеречная зона. Mysterious timing. Более обычно, потому что это так называемая сумеречная зона сумрака, да? Сумерек что-то более обычного. Необычное, короче, падает с неба, типа. Что-то необычное событие, которые могут упасть с неба, типа НЛО, да. So these are considered as the gate to dragon and gate to hell. Это связано с воротами в небо и воротами в ад. So you can see why most casualty in those years, because the dragon and dog, we don't have a nobleman. Почему речь идет о каких-то серьезных таких
Последствия, да? Последствиях, потому что в годы дракона и собаки у нас нету благородных, так называемых. And noblemen are something like angels from heaven come to rescue you when you are in danger. А благородные это как ангелы, приходящие с небес, чтобы спасти нас, когда мы оказываемся в опасной ситуации. But the nobleman doesn't come to the dragon, doesn't come to the dog. Но благородные не приходят ни к дракону, ни к собаке. That's why we have seen in history many big casualties happen in the hour of dragon, the hour of dog. Поэтому в истории мы видели много таких событий с серьезными последствиями, которые случались в час дракона или час собаки. For example, 911 was happening in 8:30 in the morning, that is dragon hour. Например, 11 сентября катастрофа случилась в 8:30 утра, то есть час дракона. And the tsunami also happened in about 8:30 in the morning, that's dragon hour. Цунами декабря 2004 года также случилось в 8:30 утра, также в час дракона. And then mining disaster, road accident, this is also something to do with earth element. Также какие-то бедствия, связанные с шахтами и аварийностью на дорогах, это также связано с элементом земли. And air crashes, we mentioned this because of the dying of fire element. And next year there's also no fire element. Падение самолетов это также связано с отсутствием элемента огонь и его ослаблением. На будущий год тоже у нас не будет никакого огня. And UFO. Также появление НЛО. So why we have more case of UFO sighting recently? Почему в последние дни у нас больше появилось свидетельств по появлению НЛО? And actually, I look back the history of 1952. There is a very famous UFO sighting around Washington D.C. Я также заглянул в историю в 1952 год. Тогда тоже было зафиксировано появление НЛО в Вашингтоне. So the reason could be the dragon is considered as the gate to heaven. Причина может быть в том, что дракон считается воротами в небо. And that means something from the sky. То есть что-то с неба. So therefore, that could mean we have unexpected objects from the sky. Так что мы можем ожидать каких-то неожиданных объектов, появляющихся с неба. And recently, we also have the news that certain satellites are falling from the sky. На днях буквально прошли новости о том, что с неба падает спутник некоторый, какой-то. And then, Джомас. there are German satellite which was out of order and falling from the sky. То есть там немецкий спутник, который вышел из строя и падает с неба. And then number 8, virus epidemic malaria. 8 пункт это вирусы, эпидемия, малярия. So why we have more chance of this kind of epidemic in 2012? Почему у нас больше шансов эпидемии в 2012? Because you can see water sitting on earth. Вы можете заметить, что здесь вода сидит на земле. You can describe as muddy water. Это можно описать как грязная вода, мутная вода. So water is not clean. Water is вода, not clean. Вода не чистая. So water is not clean. It's very easy to spread sickness. В грязной воде легко ожидать малярию и другие болезни. And then the dirty water more easy to beat mosquito. И также в грязной воде легче заводятся комары. Also, in 1952, we look back history. We have a lot of sickness in the world, a lot like in USA. Также, если заглянуть в 1952 год, мы можем увидеть, что тогда было много эпидемий произошло в мире, в том числе в США, например. And then when we're looking at the world economy, и также, когда мы говорим о мировой экономике, we always consider out of the 5 elements, fire element make people more confident. Мы также знаем, что из всех 5 элементов, элемент огонь дает людям больше уверенности в себе. And water element is associated with fear. А элемент вода, он связан со страхом. So therefore, next year very powerful water coming up. Therefore, people will not be confident. И поскольку на будущий год появится много-много воды, сильной воды, то люди не будут чувствовать уверенность в себе. If people not confident, it will make the stock market not performing very well. И если люди не почувствуют уверенности в себе, то рынки
не будут высоко подниматься. especially in the second half of the year. Особенно во второй половине года. Because the water intensify towards autumn and winter. Потому что вода усилится к осени и зиме. So therefore that could be the economy continue to slow down. Это может означать, что экономика продолжит падать, замедляться. Overall economic atmosphere not very good in 2012. Надо сказать, что в целом мировая экономика будет чувствовать себя не очень хорошо в 2012. And we expect better performance in 2013. Но мы ожидаем, что лучшие показатели будут в 2013 году. 2013 is the year of the snake. 2013 год змеи. So eventually the fire comes back. И тогда вернется огонь. So therefore we will expect the recovery is not yet with us until 2013. Так что можно предположить, что восстановление экономики появится только в 2013 году, не раньше. So then we can see what industry will perform better, what industry will not doing so well. Ну, теперь мы можем посмотреть, какая индустрия будет себя чувствовать лучше, какая хуже. It's just based on the logic of the 5 elements. Основываясь просто на логике 5 элементов. So earth industry means property, building, that kind of industry. Индустрия земли — это недвижимость, строительство. Will be okay. Они будут чувствовать себя хорошо. Because it conquers water. Потому что эта индустрия покоряет воду, земля покоряет воду. So therefore, water element is the money to the earth industry. Поэтому элемент воды — это деньги для индустрии земли. So therefore, earth industry sees some money. И таким образом индустрия земли в 2012 году увидит деньги. But there is also a competitor. Но также будут и соперники. So therefore, earth sees earth is a competitor. Когда в тот момент, когда земля видит другую землю, это означает для нее соперника, That means there are конкурента. still money in property business, but not big money. Это означает, что на бизнесе недвижимости можно заработать какие-то деньги, но не очень большие. And wood industry will be not bad. Индустрия дерева будет чувствовать себя неплохо. Wood industry is related to textile, paper, environment. Индустрия дерева связана с текстилем, бумагой, окружающей средой. Wood conquer earth. Дерево покоряет землю. That means earth is the money of wood industry. То есть земля является деньгами для индустрии дерева. That means they see chance of making money. Таким образом, она видит шансы заработку денег. So then, what industry not doing so well will be water. А индустрия, которая будет чувствовать себя хуже, это индустрия воды. Water is just like transport, shipping. Вода — это транспорт, морские перевозки, коммуникации. Because water sees water, you see a competitor. Потому что вода, когда встречает другую воду, это означает для нее конкурента. Water need to see fire to be money. В воде требуются деньги, чтобы требуется огонь, чтобы заработать деньги. And there's no fire. А огня в будущем году не будет. So therefore, water industry cannot see money next year. Поэтому водная индустрия на будущий год не увидит денег. Okay, so now we look into a little bit more detail. Давайте посмотрим на некоторые детали. So these are people who are born on the day of Yang water. Это люди, которые родились в день янской воды. Therefore, you see their characteristic. They are energetic. They are charitable. Можете увидеть их характеристики. Они очень энергичные, они занимаются благотворительностью. So like Beethoven, this is a representative of Yang water. Как Бетховен, например, является представителем янской воды. Because his music is make you feel the ocean power, the power of the ocean. Его музыка позволяет вам почувствовать мощь океана. So that's why you can hear his symphony. Therefore, you can feel the energy of Yang water. Поэтому, когда вы слышите его симфонии, вы можете слышать энергию янской воды. So it's full of courage, full of power, and revolutionary kind of music. Он полон мужества, силы, и музыка такого революционного типа. And then Bill Gates,
Билл Гейтс. So next year Bill Gates has a clash. На будущий год у Билла Гейтса будет столкновение. Because in his birthday you have seen 3 dogs. Потому что в дне его рождения, в столбах дня его рождения мы видим 3 собаки. And this dog actually storage of his money. Эти 3 собаки являются хранилищами его денег. So next year the dragon clash against dog. На будущий год дракон столкнется с собаками. And fire is his money. Огонь это будут его деньги. And next year is a water coming up to attack his fire. И вода, которая появится в будущем году, нападет на его огонь. That means his money is under attack. Это означает, что его деньги подвергнутся So нападению. therefore could be it means he has some charitable act to donate money. Это может означать, что он совершит какие-то благотворительные действия, пожертвовав свои деньги. So actually this happened last time in 2006. В прошлый раз это случилось в 2006 году. 2006 in April he also experienced this dragon dog clash. В апреле 2006 он также пережил такого рода столкновение собаки и дракона. So therefore in 2006 April he also announced he donated his money. Так что в апреле 2006 он также объявил, что пожертвует деньги на благотворительность. So this is Yang Water. This is Tom Cruise also that kind of character. Это тоже человек янской воды, Том Круз, Пол Маккартни, he just got married. So this который also, только что женился. Prince Henry. Принц So Генри. now we look at the history about the year of the dragon. Actually, that has many serious earthquakes. Давайте посмотрим на историю годов дракона, когда произошло много очень серьезных землетрясений. That happened exactly 60 years ago in 1952. Это землетрясение на Камчатке произошло как раз 60 лет назад, в 1952 году. That was Eastern Russia, 8.5 scale, and trigger a tsunami. So this is a picture of how the tsunami comes as far as South America. Это произошло в Восточной России, на Камчатке, и здесь на этой картинке изображено распространение цунами, и мы видим, что волна дошла даже до Южной Америки. So therefore, you have also California. In 1952, there is a big earthquake, 7.5. Мы также видим, что в Калифорнии произошло землетрясение, также в 1952 году с амплитудой 7,5 баллов. And in Argentina, there's big earthquake, scale 7.5 and 8.5. В Аргентине мы видим 11 июня тоже произошло землетрясение в 7 баллов. This is other dragon year. Это другой год дракона. So also this is the biggest earthquake on record in Это Alaska. самое мощное землетрясение в истории, в записях, по крайней мере, которое попало в записи на Аляске, 9,2 балла. Because the dragon is actually means the earth, Потому что дракон на самом деле означает землю. In feng-shui, dragon means the mountain, the land. В фэн-шуй дракон означает гору, землю. So that's why dragon here there are movement of the land. Таким образом, дракон означает также и движение земли. В данном случае мы говорим о 1964 году дракона. You can see all the dragon here, very serious earthquake everywhere. Это видим другие годы, также 1988 земной дракон, 2000 металлический дракон. And there's a very horrible earthquake in China. This is Turkey earthquake which just happened. Turkey earthquake. Вот это серьезное землетрясение в Турции, которое только что произошло. Only happened a few days ago. Произошло несколько дней назад всего. So you can see the mechanism of the earthquake. It's earth under attack by the wood. Вы можете увидеть механизм землетрясения. Это происходит, когда земля подвергается атаке со стороны дерева. So because you can see this rapid here, rapid peak go
combine into wood. Это год кролика, а кролик, коза и свинья сливаются, создавая сильное дерево. And the wood appear in the hour. Дерево также появилось в часе. Therefore, this wood supported by very powerful wood underleaf launch an attack on the earth. Таким образом, это дерево, поддержанное очень сильным деревом снизу, организовало атаку на землю. So if you have fire element, then the earth can be saved. Если у вас есть элемент огня, то земля могла бы спастись. Because wood supports fire, fire supports earth. Потому что дерево поддерживает огонь, огонь поддерживает землю. But we don't have any fire element. Но здесь мы не видим никакого элемента огня. So therefore the earth Огонь. will collapse. The earth will surrender. Поэтому земля сдается и она разрушается. So that trigger this kind of earthquake. И вот это вызывает такого рода землетрясения. So then we have mentioned that dragon and dog is the gate of heaven and hell. Мы говорили о том, что дракон и собака — это ворота в небо и ворота в ад. So why these two animals is related to dragon and dog? И почему эти два? Heaven and hell? Почему эти два животных, дракон и собака, называются воротами в небо и воротами в ад? So this shows you the landscape of China. Мы можем увидеть это на ландшафте Китая. This is very high mountain in the northwest. Это очень высокие горы на северо-западе. Northwest is the direction of the dog in the compass. И северо-запад — это направление собаки на компасе. So because the mountains are so tall, you cannot see the heaven. Здесь настолько высокие горы, что не видно небо. So therefore it's called the gate to hell. Поэтому она называется, это направление называется воротами в ад. Then southeast of China is very low ground and drawn up to the ocean. Юго-восток Китая — это очень низкая, там низина и выход к океану. So therefore, like this, you see a lot of sky, a lot of heaven. То есть, когда подходишь к океану, видишь огромное широкое небо. So that's why southeast of China is called the gate to heaven. Поэтому юго-восток океана называется воротами в небо. Gate to heaven means the dragon. Таким образом, дракон, который расположен на компасе на юго-востоке, он является воротами в небо. Because the dragon is in southeast in the compass. То есть дракон на компасе находится на юго-востоке. So that's why year of the dog, normally you have like the gate to hell was open, more spiritual events. Поэтому в годы собаки как бы открывается ад, и происходит много таких событий, связанных с духовностью, каких-то необычных. And here and the dragon hour we say because it's the gate to heaven, more casualties. В час дракона, как мы говорили, происходит больше катастроф. So you can see 911 happened in the hour of dragon. Вы можете увидеть, что катастрофа 11 сентября 2001 произошла в час дракона. And the tsunami happened in the hour of the dragon. Цунами 26 декабря 2004 произошло также в час дракона. So this is Titanic. Катастрофа, которая случилась с Титаником. You can see the water and the dragon comes up to create big water disasters. Здесь мы можем увидеть, что вода вместе с драконом соединяются и происходит большое водное бедствие. So that's why the dragon and the water element is very much related to flooding and big water disasters. Таким образом можно говорить о том, что они дракон, соединяясь с водой, могут привести к большому водному бедствию. So this is actually showing there's a tragedy happened in Manila. Это трагедия, которая произошла в Маниле. So there was Hong Kong tourist traveling in Manila was killed by a gunman. Турист из Гонконга, он приехал в Манилу и его застрелил вооруженный человек. And actually the hour snake is the hour the gunman hijacked the tourist bus. На самом деле вот этот час змеи, это был тот час, когда этот вооруженный человек захватил автобус туристический. But the gunman take hostage of the people, and he hasn't killed the people until the hour of the dog. Но он на самом деле только захватил автобус, но никого не убивал до наступления часа собаки. So
he was surrounded by police, and the gunman eventually, in the hour of the dog, he starts shooting at the people. Этот автобус был окружен полицией, и этот вооруженный человек в час собаки начал расстреливать своих заложников. And killing over 20 people. И убил больше 20 So человек. that's why the hour of the dog, the disaster will be more serious. Поэтому в час собаки, бедствия, которые происходят в час собаки, они наиболее серьезны. And this is a landslide tragedy in Taiwan. That means a whole tourist bus was buried in the mud during the heavy rain. Это оползень, который случился в Тайване, и там целый туристический автобус занесло грязью и похоронило под грязью. Of course, all the people die in the tourist bus. И, конечно же, все в этом автобусе погибли. You can see dragon and dog comes up. И мы видим опять здесь появление дракона и собаки. So this dragon and dog, when you have both in your birthday, that related to sixth sense. Но если дракон и собака оба встречаются в вашем дне рождения, то это связано с шестым чувством. So therefore, we have seen examples of many famous outstanding sportsmen. У нас есть много примеров известных спортсменов, например, Like Maria Sharapova. таких как Мария Шарапова. She has dragon and dog in her birthday. У нее есть дракон и собака в дате рождения. Because that means sixth sense. Потому что наличие этих двух животных одновременно означает некое шестое чувство. And also Kung Fu stars. Также бойцы кунг-фу многие, Like Bruce Lee, такие как Брюс Ли, Jet Li. These Jet kind Li. of people, they have dragon and dog in their birthday. Вот такие люди, у них также есть дракон и собака в дне рождения. This is actually something happened in 1952. UFO tracked near Washington D.C. Это то, что произошло в 1950 году. Эти НЛО, которые проплыли мимо Вашингтона. So therefore, the gate to heaven is open in the year of the dragon. So you have this kind of UFO sighting. То есть вы можете увидеть, что ворота в небо открылись вот в год дракона, и поэтому появилось столько НЛО, значит, даже в Вашингтоне. This is not the only case happened in 1952. Another big sighting is in September in Northern Europe. Это не единственный зафиксированный случай появления НЛО в 1952 году. Также в сентябре 1952 НЛО были зафиксированы военными НАТО в Северной Европе. So these are people who has dragon and dog. Jet Li, dragon and dog, dragon and dog. Здесь мы видим Джет Ли, у него дракон и собака. This is a famous magician, David Copperfield, dragon and dog. Знаменитый маг Дэвид Копперфильд, дракон и собака в его столпах. Bruce Lee, dragon and dog. Также в столпах Брюса Ли мы видим дракона и собаку. And this is also the champion tennis player in China, dragon and dog. Это чемпионка в теннисе из Китая. У нее тоже есть дракон и собака. And Maria Sharapova. Мария Шарапова. So therefore, it really has some kind of connection to sixth sense. Так что это наличие этих двух животных приводит к появлению такого шестого чувства. So next year, definitely there are a lot of changes coming up to the world. И, конечно, в будущем году произойдет множество изменений в мире. Just some of the examples of the election coming up. Только несколько примеров выборов, которые случатся в будущем году. American election. Выборы в США. This is Hong Kong also have election next year. Выборы в Гонконге в будущем году. And Taiwan. These are the candidates. Candidate Russia. Выборы в Тайване в будущем году и в России. And France. И в Франции. Армения. Also in Armenia. Yeah. Actually, many countries. На самом деле довольно много стран. So now we take a look at the different individual animals. Давайте посмотрим на отдельных животных. The year of the dragon, the more serious animal under clash is the dog. В году дракона самое серьезное столкновение происходит дракона с собакой. So therefore, the clash is the dragon against the dog. So therefore, for people born in the year of the dog, that year will be more turbulent.
Поскольку дракон сталкивается с собакой, то люди, которые родились, для людей, которые родились в год собаки, этот год будет довольно волнительным, таким очень беспокойным. So, when your year's animal is under clash, normally that year is suitable to travel. Если ваш год подвергается столкновению, обычно этот год, который сталкивается с вашим годом рождения, подходит для путешествий. But as it is a serious earth crash, Но если это очень сильное столкновение Земли, so therefore it's not suitable to go up the mountain. то не рекомендуется, например, отправляться в горы. Because it's earth and earth are something to do with mountain. Потому что, поскольку столкновение происходит между Землей и Землей, то это как-то связано с горами. So, for example, in 2006, the year of the dog. Например, в 2006 год собаки. So I also advise people, if not necessary, don't go climbing the mountain. Я не рекомендовал людям без необходимости отправляться в горы, лезть в So, горы. but in that year, also many accidents happen in the mountain. И в этом году очень много аварий произошло именно в горах. And in 2009, the year of the ox, В 2009, например, в год быка, like the Korean Prime Minister go up the mountain and commit suicide. корейский премьер-министр поднялся в горы и совершил самоубийство. And this Japan cartoonist, he also go up the mountain and fall into the cliff and die. И японский художник комиксов или мультфильмов, он также поднялся also to the mountain, yeah? Yeah, also he Он fall поднялся into the cliff. на скалу и he fall down or he made suicide? The Korean Prime Minister commit suicide. Yeah, but He jumped into the cliff by Japanese himself. just fall down. Yeah? But the Japanese cartoonist, he want to take photograph from the mountain and he fall into the cliff. А этот японский, соответственно, создатель мультфильмов, он поднялся в горы, хотел сфотографировать что-то внизу под скалой и сорвался и упал в пропасть. So therefore, a very serious earth crash. If you are born in the year of the dog, next year try not to go to the mountain. Поэтому очень серьезное столкновение Земли с собаки с драконом. Поэтому если вы родились в год собаки, в 2012 году старайтесь не путешествовать в горах. And also, we always recommend to carry animal to dissolve this clash. Мы также рекомендуем носить животное для того, чтобы растворить это столкновение. Then you have to carry a rooster. Также нужно, в этом смысле нужно носить петуха. Because the rooster attracts the dragon away. Потому что петух отвлекает дракона в сторону. So therefore, for people born in the year of the dog, next year you have to carry a rooster. Поэтому если вы родились в год собаки, то на будущий год вам рекомендуется носить с собой фигурку петуха. And then another animal not very good is the dragon. Другое не очень животное, которое не очень будет хорошо себя чувствовать в будущем году, это сам дракон. Because a dragon, sea dragon, is first thing is offending the year. Ну, во-первых, дракон, который встречает другого дракона, это означает, что он оскорбляет год. Second thing is it's called self-penalty. Во-вторых, два дракона означают так называемое самонаказание. Self-penalty also hidden danger. И самонаказание это как скрытая опасность. It will cause worries and discomfort and also sickness. Оно может привести к беспокойству, дискомфорту, болезням. So therefore, also necessary to carry a rooster. Так что также нужно носить петуха. And then, what kind of animal next year will be better? Will be the monkey, the rat, and the rooster. И какие животные будут чувствовать себя хорошо на будущий год? Это обезьяна, крыса и петух. Because the rooster combine with the dragon. Потому что петух сливается с драконом. And the monkey and rat also combine with the dragon. А обезьяны и крысы тоже сливаются с драконом. So in the year of the dragon, rooster is considered to be flower of romance. Так что также в году дракона считается, что к петуху приходит цветок романтики. So therefore, if you are born in the year of rooster or in the day of rooster next year, you have
romantic encounter. Так что если вы родились в год петуха или в день петуха, то на будущий год вы можете, у вас будут романтические какие-то встречи. And then if you have a tiger, you're born in the year of tiger or day of tiger, then next year you travel. А также, если вы родились в год дракона или в день дракона, на будущий год вы сможете отправиться в путешествие. О, извините, тигра, да, тигра, я оговорился. В год тигра или день тигра, то на будущий год сможете отправиться в путешествие. And then, unfortunately, next year has no nobleman. И, к сожалению, на будущий год нет ни у кого благородного. Nobleman doesn't come in a dragon year or in a dog year. Потому что благородные не приходят в год или день год дракона или год собаки. А для кролика? And for rabbit? Rabbit actually, there are animal which was not mentioned in the table, means it's a normal year, no clash, no combine, nothing spectacular. Если кто-то не перечислен в таблице, значит это обычный год будет, то есть ничего там особенного, да? So therefore, the animal which is need to pay more attention is either you are a dog or you are a dragon. То есть фактически вам нужно обратить внимание, в первую очередь, если вы собака или дракон. But of course, you not only pay attention to your year of birth, but you also see whether you have dragon in your 4 pillars. Но также нужно обратить внимание не только на год рождения, также стоит посмотреть, может быть, у вас есть дракон вообще в 4 столпах или собака. Day of dragon or day of dog, also next year you have to carry a rooster. Если вы, например, родились в день дракона или в день собаки, то тоже на будущий год рекомендуется носить петуха. Because the day pillar is your house of spouse. Потому что столб дня это дом вашего дом супругов. If you have a day of dog or day of dragon, next year also have clash and penalty. А если у вас день дракона или день собаки родились, то тоже, значит, у вас или самонаказание, или столкновение. Okay, so these are actually some information in case you are a mother, you are expecting a baby next year. Здесь некоторая информация, если вы мать и собираетесь родить на будущий год. What are the better timing for having baby? Какое самое лучшее время, чтобы родить ребенка? For giving birth to the baby. Чтобы родить ребенка. So therefore we look at what kind of good stars are available in the year of the dragon. Мы хотим посмотреть, какие хорошие звезды присутствуют в будущем году. The first thing is the dragon. If you are born in dragon year, next year, 2012. Если человек рождается в 2012 году, в будущем году, you can choose rabbit month or snake month. Можно выбрать месяц кролика или змеи. Because rabbit month is March, snake month is May. During these 2 months, you have nobleman. Кролик это март, а змея это май, и в эти месяцы у вас будет благородный. If you do not born in those months, you can still find the snake and the rabbit in the hour. Если человек не рождается в эти месяцы, то можно выбрать час кролика или змеи, то есть с 5 до 7 или с 9 до 11 утра. So therefore, if you have the baby born between 5 to 7, you have a rabbit. Если ребенок рождается, допустим, с 5 до 7 утра, то у него будет кролик. You have a baby born between 9 to 11, you have a snake. Если с 9 до 11 утра, у него будет змея. This is to increase the chance of nobleman in the birthday of the baby. Это все для того, чтобы увеличить шансы появления благородных в столпах судьбы ребенка. So the second good star is academic star. Вторая хорошая звезда это звезда академика. Intellectual quality and intelligent and can study well. Она означает интеллектуальные качества, ум и способность хорошо учиться. So because 2012 is a yang water year, the academic star is in the tiger. Поскольку 2012 год это год янской воды, то звезда академика это тигр. So therefore tiger means February. Тигр это февраль. So therefore next year, the baby born in February has an academic star. Поэтому на будущий год, если ребенок родился в феврале, у него будет звезда академика. Or baby born between 3 to 5 a.m. has academic star. Или если ребенок родится с 3 до 5 утра, у него будет звезда академика. And
And then if you want the baby have attraction to the opposite sex, you Yes. can find a rooster. Если вы хотите, чтобы ребенок был привлекательным для противоположного пола, то можно родить его с петухом. Yeah. У него может быть петух в столпах, то есть это или сентябрь месяц, или с 5 до 7 вечера. That is September. September born baby has a rooster. То есть дети, которые родятся в сентябре, у них будет And петух. it's charming. Has flower romance. Это означает очарование, шарм, то есть цветок романтики. Or 5 to 7 p.m. is rooster. Или если они родятся с 5 до 7 вечера. But this is not very good because it's the hour with flower romance means the baby may have affairs when after he married. Но это не очень хорошо, потому что если цветок романтики встречается в часе, то у ребенка может быть много увлечений уже после женитьбы. And the last one is the star virgin. These are very good star for celebrities. Последняя – это звезда добродетели. Это очень хорошая звезда, которая есть у многих знаменитостей. So if you want a baby have celebrity quality, Если вы хотите, чтобы у ребенка были качества знаменитости, you can choose this month: monkey month, red month, dragon month. вы можете выбрать один из этих месяцев: обезьяны, крысы или дракона. Because this month you will find the yang water here as star virgin. Потому что в эти месяцы вы сможете выбрать для года янской воды звезду добродетели. This will increase his charisma and make him successful in career. Если у человека будет эта звезда добродетели, это улучшит его харизму и, соответственно, успехи в карьере. Да. So these are some examples of people who are under clash next year. Это примеры людей, которые будут подвергнуты столкновению в будущем году. They are born in the dog year, so next year the dragon clash against their year. Это те, кто родился в год собаки, поэтому у них будет столкновение с годом. This one is already gone because he also born in the dog year. Therefore, he already resigned before the dragon year comes. Да, Наотекан, он тоже родился также столкновение будет в год дракона, поэтому он уже отказался от власти еще до наступления года дракона. And your leader is born on a dog day. Ваш лидер родился в день собаки. So therefore, it's also good to carry a rooster. Так что посоветуйте ему тоже носить петуха с собой. But his favorable element. Earth is his favorable Но element. земля для него является благоприятным элементом. So therefore, it doesn't affect him very much. Поэтому это столкновение не сильно на него повлияет. So this is a talk about dragon penalty. That means people born in the year of the dragon. Это те, у кого будет наказание дракона, те люди, которые родились в год дракона. So he already gone. Этот Стив Джобс уже ушел. He has problem health. У Майкла Дугласа проблемы со здоровьем. And she is now in trouble. А вот у нее Хинглюк уже какие-то проблемы. And this one already in big trouble. Вот этот человек Тони Чан, у него уже огромные проблемы. So this is just example of people who are under clash, like the dog, dragon year under clash. Это вот пример человека, который опять же будет в столкновении, поскольку родился в день собаки, то в следующем году у него будет столкновение. So when your day pillar under clash, this is called the house of spouse. Когда столб дня называется, точнее земная ветвь столпа дня называется домом супругов, и когда она находится в столкновении, It could mean some problem with relationship area. это может означать некоторые проблемы с областью взаимоотношений. Okay, so now we talk about fashion. Сейчас мы поговорим о моде. So we can say sometimes unconsciously people's mood, what people like in fashion also affected by elements. Интересно, что часто пристрастие людей в моде, их настроение
также зависит от элементов года. So this kind of fashion was popular in the last 2 years. Последние 2 года вот такая мода стала очень популярной. Military fashion. Это стиль military. Because the last 2 years are metal year. Потому что последние 2 года были годами металла. Metal weapons. Металл это оружие. So something to do with the military. Что-то связанное с военной областью. And also military fashion usually is green color. И также металлическая одежда, извините, военная одежда, она зеленого цвета часто. Which is wood element. Элементы дерева. So therefore, exactly the last 2 years are metal and wood. So therefore, exactly matching with this kind of fashion. Поэтому последние 2 года был металл на дереве, и вот эти элементы четко соответствовали вот этой военной моде на одежду в стиле милитари. So then this kind of fashion was coming up already a few years. Вот эта мода появилась несколько лет назад тоже с таким знаком. Since about 2007 onward. Где-то 2007 и последние годы. It will continue into next year. Она продлит свое существование в следующем году. Because these are related to water element. Потому что этот знак связан с элементом вода. So black color is water. Черный цвет это вода. And also fear is the quality of water. Страх это тоже качество воды. So this is something to do with fear and black. Это как-то связано со страхом и черным. Next year more black and white color. Поэтому на будущий год также будет больше черного и белого. So we talk about the economy. We always mention fire supports the stock market and water supplies the stock market. Когда мы говорим об экономике, мы говорим о том, что огонь поддерживает рынки, а вода подавляет рынки, или обрушивает рынки. So this is just this year. Это, например, это график индекса Dow Jones этого года. The biggest fall of the Dow Jones Industrial Average is happening on these 2 days. Самые сильные падения индекса Dow Jones произошли вот эти 2 дня, 4-5 августа 2011. Yeah, it fall over 500 points. That was quite serious fall in the American stock market. То есть каждый день рынок падал более чем на 500 пунктов, и это очень серьезное падение для американского рынка. You see, it dropped like this. So this is exactly reflecting the coming of water. Вы можете увидеть это падение, и это падение четко отразило приход воды. Because it happens in the beginning of autumn. Потому что произошло это в начале осени. So August the 5th, very close to the starting of autumn, August the 7th. А 5 августа очень близко к началу осени, к 7 августа. Because when autumn arrives, the fire goes away. Потому что с приходом осени огонь отступает. So that's why we expect next year, the second half also not very good, because next year we don't have fire. Поэтому мы ожидаем, что вторая половина будущего года также не будет очень благоприятной для рынков, поскольку в будущем году у нас не будет никакого огня. So finally, we look at the фэн-шуй of next year. Ну и наконец мы посмотрим на фэн-шуй будущего года. So therefore, this is the flying star chart, which is changing from February the 4th. Это карта летящих звезд, которая меняется с 4 февраля каждого года. So we have number 6 in the center. Шестерка у нас находится в центре. Number 5 is in southeast. Пятерка находится на юго-востоке. Number 5 is normally where the problem happened. Пятерка обычно это то направление, где случаются проблемы. For example, you look at this year 2011. Например, если мы посмотрим на 2011 год, Most of the trouble happened to the east side of the world. большинство неприятностей случилось в восточной части мира. You look at Japan, look at New Zealand. Вспомни Японию, Новую Зеландию. Look at Thailand. Вспомним Таиланд. Even east side of Turkey. Даже восточную часть Турции. Even Shanghai, east side of China. Шанхай, как восточную часть Китая. So that is because this year the 5 is in the east. Потому что в этом году желтая пятерка располагается на востоке. But next year the 5 move to southeast.
Но на будущий год пятерка переместится на юго-восток. So that means the problem area will be southeast. Таким образом, проблематичная область окажется на юго-востоке. So that means next year in the southeast of your home, you need to put a metal wind chime. То есть на будущий год в юго-восточной части вашего дома вам следует расположить металлическую музыку ветра. And also the dragon, the фэн-шуй, Brandil is also in southeast. И также дракон, то есть великий князь, окажется на юго-востоке. And the фэн-шуй also intensify the bad luck. А тайсуй он всегда усиливает неудачу. So that's why next year the more problem area will be southeast. Поэтому на будущий год самые проблематичные области окажутся на юго-востоке. So therefore, normally we can only take care of our home. Ну, обычно мы можем только что-то изменить в своем доме. So therefore, you have your entrance in the southeast or your bedroom in the southeast. You make sure you put a wind chime. Поэтому, если у вас на юго-востоке находится спальня или вход, вам следует повесить там музыку ветра на юго-востоке. So this kind of фэн-шуй is in 9-year cycle. И этот фэн-шуй такой рода фэн-шуй, он в цикле 9 лет. So 9 years ago, we have the same chart with the 5 in the southeast. Таким образом, 9 лет назад у нас была такая же карта. And that is the SARS, the year of SARS. Это как раз был год распространения это типичной пневмонии, да? Пневмонии. Как раз 9 лет назад, в 2003 году. Как раз пятерка была там на юго-востоке. Очень серьезный вирус, который убил людей Юго-Восточной Азии. Okay, so now we're talking about in general. A lot of people concerned about this doomsday theory. Сейчас мы поговорим в целом. Многие люди переживают из-за этой теории с календарем майя. That was because the Mayan calendar stopped at 2012. Все переживают из-за того, что календарь майя останавливался в 2012 году. So therefore, the movie, this is the movie, also make this theory very popular. И, конечно же, из-за фильма эта теория стала еще более популярной. And in the movie, they said the I Ching also predicted end of the world at 2012. И в книге также сказано, что И Цзин предсказывает конец света в 2012 году. But that is not true. Но это неправда. Because the I Ching doesn't predict anything happen in 2012. Потому что И Цзин ничего такого не предсказывает особого для 2012 года. Where this theory come from? Ну откуда же появилась эта вся идея? So the theory is saying in 2012. Теория говорит нам о том, что в 2012 году. So this is the Milky Way. Это вот Млечный Путь. And we are moving the Earth, our solar system, is said to be moving towards the center line of the Milky Way. То есть мы видим, что Солнечная система приходит to the side of Milky Way. Yeah, to the orbit of the Milky Way. Она выступает на орбиту, Солнечная система подступает к орбите Млечного Пути. So this is Milky Way. То есть мы видим Млечный Путь. Solar system. То есть Солнечная система the solar system exactly comes in between. Буквально вступает на переходе к саму орбиту Млечного Пути, да, то есть Млечный Путь это диск, это галактика, да, наша галактика в форме диска, и вот Солнце пересекает как раз этот как бы диск. This picture also shows the same. Эта картинка показывает то же самое. So the sun is bringing the solar system just passing this middle line. Что Солнечная система как раз переступает эту линию. Среднюю. How does it affect Earth? Nobody knows. Как это повлияет на Землю, на самом деле никто не знает. Because the Earth is like a spaceship traveling through space. Поскольку Земля похожа на большой космический корабль, который плывет в космосе. Every day we come into some
space we've never been before. Каждый день мы в какое-то новое пространство входим, в котором мы раньше не были. And then this is the 4 pillars of the moment of winter solstice. Здесь у нас 4 столпа момента зимнего солнцестояния. So it was said to be that is the dangerous day. И везде говорится, что это самый опасный день. Okay, so therefore we see a lot of water. И мы видим здесь много воды. We see dragon and dog clash. Видим также столкновение дракона с собакой. It could mean some kind of flooding or earthquake. Это может означать какие-то землетрясения или наводнения. But it could mean just any other flooding or earthquake, doesn't mean end of the world. Но это может означать любые другие наводнения и землетрясения, совершенно не обязательно конец света. So then, this is the theory how the I Ching is related to 2012. Вот эта теория того, как Идзин связан с 2012 годом. It was coming from a book written by this man. Она появилась из книги, написанной этим человеком, He's called Terence McKenna. Теренсом Маккеной. And he studied the I Ching and then he made his theory. Он изучил Идзин и разработал свою теорию. He look at the 64 hexagram of the I Ching. Если посмотреть на 64 гексаграммы Идзин, and then he attached some mathematical value to each of the hexagram. то есть он посмотрел на них и какой-то разработал математическую формулу, приписал каждой гексаграмме какой-то математический смысл. And then, based on this mathematical value, he plot a curve like this. Основываясь на этом математическом смысле, он разработал такую кривую. And then he arbitrarily attached days to this curve. К этой кривой он дни какие-то, значит, приписал. And then if he put 2012 as the lowest point, 2012 as the lowest point, the bottom. И когда он 2012, значит, год обозначил как 0, then he will find it match with the past events happening in the world. Он обнаружил, что какие-то события в каждом как бы провале этой кривой или подъеме происходили какие-то события. So therefore, every low point is related to some important events in the world. То есть каждый провал в этой кривой соответствует какому-то важному событию, произошедшему в мире. So, for example, he said World War II occurred in this low point. Например, он сказал, что вот Вторая мировая война произошла в этом провале. So therefore, this is quite arbitrary. He takes that as important event. И вот он, это, конечно, не очень понятно, он выбрал именно вот эти события в качестве важных, да? Based on this theory, he said, this could be the end because it hits the bottom. И основываясь на этой теории, он сказал, это, наверное, будет конец, потому что мы достигаем вот самого низа. This is what he said. Это то, что он сказал. But what the I Ching actually say? Ну что на самом деле говорит Идзин? So if you say the I Ching talk about the development of the world, если мы говорим, что Идзин говорит о развитии мира, there is a book which is related to this. Есть книга, связанная с этим. The book is written by the Song Dynasty scholar called Xiao Yong. Книга написана ученым династии Сун Сяо Юном. So therefore, he also used the 64 hexagrams to try to explain the development of the world. Он также использовал 64 гексаграммы, чтобы объяснить развитие мира. So therefore, based on, he considered the world age can be developed into 64 stages. И таким образом он разделил развитие всего мира на 64 фазы. So therefore, based on his theory, each stage is actually very long. И основываясь на его теории, каждая фаза очень длинная. These are the details of each age. Вот это детали, описание каждой из фаз. So the 64 hexagrams, the first hexagram is first age. И эта гексаграмма, значит, первая гексаграмма это talking about the beginning of heaven. Значит, первый как бы период, она рассказывает нам о начале неба. The earth was formed in the second age, planet Earth formed. Земля была сформирована во втором периоде, то есть в это время были сформированы планеты и Земля. And then the third hexagram, water on thunder,
So therefore, water and land appeared on earth. Третья гексаграмма, то есть третий период, показывает нам образование воды и грома, и мы видим здесь появление воды и земли. And plants begin to appear on earth in the fourth hexagram. А растения начали появляться на земле во времена четвертой гексаграммы, четвертого периода. And creatures appear on earth on the fifth hexagram. Но живые существа появились на земле в пятой гексаграмме. So therefore, based on his theory, we are now here. И поэтому, основываясь на его теории, мы находимся вот здесь, в восьмом периоде. So therefore, we are only at the eighth hexagram. Так что мы находимся пока что всего лишь в восьмой гексаграмме. And we are about the middle of the eighth hexagram. То есть мы где-то достигли середины восьмой гексаграммы. That means the eighth hexagram is 120,000 years. Ну, то есть и восьмая гексаграмма это 120 тысяч лет. Now, therefore, we are in the middle. It means we have 60,000 years ahead. То есть мы прожили всего лишь 60 тысяч лет вот этой восьмой гексаграммы, и у нас впереди еще 60 тысяч лет. Before we move on to the next age. Прежде чем мы перейдем в следующий период. And then we have a long time before the world will end. И у нас есть очень долгое время до окончания мира, до конца мира. Human civilization only decline on the age 58. Мы видим, что человеческая цивилизация придет к упадку только в 58-м периоде. So therefore we have enormous times ahead of us before we think about end of the world. Так что еще до того времени, когда мы начнем думать о конце света, у нас еще огромное время впереди. So that is what I Ching really talk about the end of the world. Это то, что нам говорит Цзин о конце So света. therefore it's nothing to do with 2012. Так что никакой связи с 2012 годом здесь нет. Okay. So so therefore so this is actually a I Ching exercise. I also asked the question. Это вот также вопрос, который задавался Идзин, гаданию Идзин об этом в 2012 году. Whether there will be big disaster in 2012. Вопрос был сформирован таким образом, сформулирован, произойдут ли в 2012 году какие-то серьезные бедствия. So therefore, subject is our Earth. Субъектом в данном случае является наша Земля. So therefore, it's Earth element. И она относится к элементу Земля. Not strong. Не сильный. We are in a day of wood and a month of water. Потому что гадание производилось в день дерева и месяц воды. So yes, the Earth is not very healthy. Ну да, Земля чувствует себя не очень хорошо. And then there is some advancement of the wood to attack the earth. Здесь также есть продвижение дерева, которое нападает на эту землю. But it looks like this is robbing money. Но похоже, что это грабеж денег. And this is actually money being robbed. И также мы видим здесь, что деньги куда-то потеряются. Кто-то украл эти деньги. It looks like more like an economic problem. Так что больше похоже все на экономические проблемы. So therefore, it doesn't show any sign that this will be end of the world. Здесь нет никаких знаков того, что наступит конец света. So therefore, you can see the Earth is producing power to try to counteract this robbing money. Так что мы видим, что Земля создает какую-то власть, да, силу, которая противостоит этому грабежу денег. That means that government is trying to take measure, regulations and measure try to improve the economy. Это означает, что правительство будет предпринимать усилия и какие-то меры для того, чтобы улучшить состояние экономики. But robbing money is in advance. Но этот грабеж денег, он находится в состоянии продвижения. And is supported by the day and the month. Он также поддержан днем и месяцем. So therefore that means yes, money is not good. Поэтому надо сказать, что да, деньги чувствуют себя не очень хорошо. So therefore it's a turbulent year, but we don't expect anything like big disasters. Поэтому надо сказать, что да, год будет очень непростым, но мы не ожидаем никаких серьезных бедствий и катаклизмов. Okay, so therefore I think that is so far what we can expect
happening in 2012. Я думаю, это вот то, что мы можем ожидать в следующем году. Important thing is you look at your 4 pillars. Важно, конечно, посмотреть на ваши столпы судьбы. If you happen to have a dog or a dragon, Если у вас есть дракон или собака, carry a rooster. тогда носите петуха. Try to avoid going to the mountain. Старайтесь не ходить в горы. And then also, if water is your unfavorable element, Также, если вода является вашим неблагоприятным элементом, try not to go to the beach near in December. Старайтесь в декабре не ходить по пляжу, Because December is the most powerful water season. потому что декабрь будет очень сильным сезоном воды. And also take care of your home by putting up a wind chime in the southeast. Так что также позаботьтесь о своем доме, повесьте музыку ветра на востоке, Then, на юго-востоке, на юго-востоке. 2012 will be another long year. А во всем остальном 2012 будет таким, ну, более-менее необычным Of годом. course, we have a lot of reform, a lot of changes coming up because of change of government. Конечно, у нас будет много изменений, много каких-то реформ из-за смены правительства. And it is positive change. Но это позитивные изменения. So it means that people in bad luck is leaving us. Это означает, что люди, которые находятся в неудаче, они уходят от People нас. in better luck will come up in power. И люди с лучшей удачей приходят к власти. У Путина у нас лучшая удача. And Putin will have better luck. Putin is good luck. Ну, Путин удачи. Putin is good luck. Путин удачи. Музыка ветра